В России началось применение самолетов-амфибий Б-200НС из 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава ВМФ для выполнения задач над Черным морем. Очевидно, что специализированных самолетов с необходимыми возможностями не хватает, поэтому используется все, что есть под рукой, и летает. Однако более интересным является тот факт, что поисково-спасательный самолет Бериев-200 был создан на основе советской программы противолодочных поисково-спасательных самолетов А-40 «Альбатрос». Конструкторы А-40 предполагали, что «Альбатрос» станет крупнейшим в мире специализированным самолетом-амфибией, способным уничтожать вражеские подводные лодки в любой точке земного шара. В соответствии с этой концепцией, А-40 «Альбатрос» должен был получить нужные характеристики. Время патрулирования – до 12 часов. Практическая дальность – до 4000 километров. Боевая нагрузка – 6500 килограммов, более чем в 2 раза больше, чем у предшественника Б-12. А-40 «Альбатрос» имел общую длину 45,7 метра, размах крыльев 42,5 метра, максимальную взлетную массу 90 тонн и экипаж от 4 до 8 человек. Всего было построено и испытано 3 прототипа этого самолета до распада Советского Союза. После 1991 года военный проект А-40 был приостановлен, и дальнейшие работы и испытания по этому самолету не проводились, а в 2012 году Министерство обороны России объявило об окончании проекта противолодочного самолета «Альбатрос». Раньше Б-200 производили на Иркутском авиационном заводе, но с 2008 года его производство было передано в Таганрог, на авиационный комплекс имени Бериева, где он и был разработан в довольно скромном количестве, до 1 самолета в год. Б-200 является одним из самых эффективных и уникальных многоцелевых самолетов в мире. Его главной задачей является тушение пожаров по всему миру. Однако, так как самолет является многоцелевым, его также используют в роли спасательного, грузового и санитарного самолета. Чтобы эффективно бороться с лесными пожарами, Б-200 использует свойства планирования и способность забирать воду с аэродрома или с поверхности воды. За 12 секунд Б-200 может заполнить свои баки на 12 тонн воды. При этом к надежности этого самолета есть много вопросов. В августе 2021 года в Турции разбился один из самолетов-амфибий Б-200НС, отправленных из России в Турцию для тушения пожаров. Разбившийся самолет был первым самолетом Б-200НС, переданным в 2020 году для нужд ВМФ России в 190-й смешанный учебный авиационный полк, базирующийся на базе 859-го Центра боевой подготовки авиации ВМФ России. О передаче этого самолета писали практически все российские СМИ с большим пафосом, тем более, что это был первый Б-200НС, произведенный в России за многие годы. Ведь в 2014 году производство Б-200 было остановлено из-за того, что Украина отказалась поставлять двигатели Д-436 в страну-оккупанта. Это привело к срыву контрактов. Позже было объявлено, что двигатель СМ-146, разработанный совместно российской компанией ОДК «Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, будет устанавливаться на Б-200 на мощностях ПАО АНТК имени Бериева. На самом деле, авиационные двигатели – это не детали Лего, и их нельзя просто установить на самолет, предназначенный для одного типа двигателя. Это требует времени и длительного процесса согласования параметров и конструкции. Иногда приходится даже менять сам самолет. Однако российская сторона в этом плане не стала сильно возиться. Что касается двигателя СМ-146, который также устанавливается на сухой суперджет, его российская версия уже давно имеет репутацию ненадежной и непредсказуемой. Поэтому вырисовывалась перспектива, помимо внесения непредсказуемых изменений планера Б-200, также установки и ненадежного двигателя. И до последнего момента было неясно, в каком направлении будет развиваться проект. В
Вскоре поставки французских турбин с М146 были прекращены из-за того, что их банально делает французская компания, и включились санкции к России по той же причине, из-за агрессивной войны в Украине. В итоге, чтобы завершить сборку самолета, ТАНТК получил двигатели Д-436 способами, заслуживающими особого внимания соответствующих следственных органов. Однако, поскольку сроки поставки уже прошли, самолет не был тщательно испытан и был спешно собран и передан заказчику в кратчайшие сроки. Последствия этой поспешности проявились в 2021 году. Через некоторое время ТАНТК получил невероятный заказ на 3-4 самолета в год. В связи с этим встал вопрос о том, что делать с силовой установкой и будет ли решен вопрос о поставке или адаптации другого двигателя. Кроме того, нужно было попытаться получить Д-436 полулегально, а не контрабандой, или рискнуть с М146, то есть пойти на изменение планера. Главная проблема заключается в том, что некачественный Б-200НС первого поколения, собиравшийся в течение нескольких лет, продемонстрировал низкое качество российской производственной культуры. А теперь тот же авиастроитель вынужден собирать по 3-4 самолета в год. Можно только представить это качество продукции. После введения санкций, производство Б-200 в России как-то совсем не задалось, и на реализацию первого экспортного контракта между Алжиром и Россией, подписанным в 2021 году, ушло 2 года. Первый самолет Б-200ЧС совершил первый полет в Таганроге только весной 2023 года. В то же время инженеры Объединенной двигателестроительной корпорации поставили перед собой задачу разработать новый двигатель для Б-200 на основе имеющегося, довольно слабого ПД-14. Не хочет Федерация терять это уникальное советское творение, которому было уделено множество времени, денег и усилий. Очень тяжело приходится без украинских мощностей и украинских специалистов.